Итак, всем привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить Призрак Цусимы. Что-то даже смутно помню, на чем остановились. Чистили карту, проходили по бочке. Поехали. Что-то там. Что-то куда-то там надо. Сейчас будем смотреть, на чем я остановился. Угу. Я, значит, вспомнил. Пусть Рёдзо. Короче, дали крюк. Абордажный крюк. Верните к монаху седло. А ну надо вообще? Ну, давай сходим. Лишним не будет. Хотя подожди, тут что-то другое появилось. С крюком какое-то замеска. С крюком. Короче, надо с крюком, наверное, квест тут закончить, а потом уже дальше пилить. Позвольте наточить ваш меч. Ну, давай, коль не шутишь. Ваш меч готов. Все, я больше не могу его улучшить. Ну, уже получше. И опасный. Все, да, наверное. Угу. Но этого не хватит для работы, господин. Ну, там-то, по-моему, она это чисто по стелсу, если мочить. Набегался? Когда идем? Борван, здоров. Тигатор Си-2. Да, я вроде подписан на тебя. По крайней мере, сегодня был. Ни от кого вроде не отписывался. Как твоих людей схватили? От меня сегодня гораздо больше народу отписалось. Но это вот те, которые гоу на взаимную подписку, а потом, короче, просто уходят. Ну, Слишком даже для но твоих. если кому-то так удобнее, то почему бы и нет. Кому нравится контент, тот смотрит. Остальные, думаешь, живы? Вчера ночью они пели. Надо же. И монголы им позволили? Я позволял. Опять вы умеете? Все лучше, чем сражаться за деньги. Думаешь, я сам хотел такой жизни? Но был ли у меня выбор после того поединка? На состязаниях у господина Нагава. Поговорим об этом? Перед состязаниями я позвал смотреть на наш поединок господ из всех кланов. А ты налетел на меня, как на заклятого врага. Чуть руку мне не сломал. Если бы я поддался, все бы сразу поняли. Ты меня убить хотел. Я просто не мог проиграть. Жалкому Ронину. Я не то имел в виду. Ты родился господином, а у меня тогда был единственный шанс проявить себя. Попасть на службу. Стать самураем. Я вот что-то не помню, вот этот чувак, который на коне впереди меня скачет, это его брательник или его Нет, кореш? я хотел показать, чего стоит. Или типа они с одного клана какого-то? Раньше молчал. Может и зря. Так, можно собрать, пока несемся тут. Трошки бамбука. Куда мы пилим-то вообще? Тут не показано. Ну ладно. Отцу тебя называют призрак. Господина Сакая уже недостаточно? Что, боишься, моя слава превзойдет твою? Чем он долго скакать-то будет? Да, симулятор конюха. И чё? Чё он стал? Встретись с соломенными шляпами. Кстати, что-то в трейлере такое припоминаю, типа можно у них там то ли шляпу отжать, то ли заказать, купить. Что-то такое. Но они что-то какие-то убогие, нахрен их носить вообще.
Вот это, конечно, козырная шапка. Какая-то пилотка с этим. На седле, по-моему, в РДР-2 такие штуки были. Так, ну и чё, куда подходить-то? Надо с кем-то трепаться. Встретись с соломенными шляпами. Ну, я встретился. Чё от меня хотят-то? Может, кого-нибудь рубануть надо трошки? Да нет. Что-то я вообще не понимаю. Кстати, вот тут босс появился. Длинный лук за него дадут. Может, с тобой надо Где потрещать? Хиро и Синзо? Ушли. И больше не вернутся. Трусы! Или трусы? Сбежали. После всего, что я для них сделал. Ничего, нам хватит людей. Живой. Людей забирали монголы, болезни, голод. Но что такое? Они слабы. Ты не виноват. Кто еще хочет уйти? Скоро стемнеет. Готов ехать в форт Ятаны? По пути решим, как спасать твоих людей. Когда-нибудь-то доберемся до нужного места. А то что-то катаемся туда-сюда. Соломенные шляпы! Вперед! Где экшен? Ребята с соломенными шляпами. Форт Ятаты с соломенными шляпами. Давайте побыстрее. Так, теперь, по идее, должно... А, ну тут недалеко. Я так понимаю, сейчас будем опять монголов вырезать. Тут всю игру вот этим занимаешься. Других мобов они не придумали. Лисья нора. Где лиса? Да мне, наверное, сейчас не это. Не дадут, да? Форт Ятаты. За лесой побегать нормально. Людей держат внутри. И что ты предлагаешь? Я? Это ты придумал, как попасть на монгольский корабль. Ладно, за лесой потом придется обратно возвращаться. Форт Главное, ведет что она только отметилась. одна дорога. Ее хорошо охраняет. Мне нужно пробраться внутрь незаметно. За фортом скалы, там монголы следить не будут. Я залезу там, через стену. Как? Ты что, обезьяна? Нет, но есть одна хитрость. Я вызволю твоих людей. Крюк, то что... Я освобожу их и запущу сигнальные огни. Тогда скачите ко мне. Нападем на монголов с двух Кстати, сторон. по идее, сейчас должны Я объяснить, знал, как ты крюком что-нибудь пользоваться. придумаешь. Поищу, как забраться на утес. Спрячьтесь и ждите сигнала. Удачи! Шею не сверни. Доберитесь до скал 100 метров. Куда идти? В какую сторону? Вот куда-то сюда, да? Скорей, Хагай! Не перепрыгнуть. Так, как говорил Крюк, очень крепкий. Чтобы цепиться крюком, нажмите R2 в прыжке. Нажимаю. И чё? Бомба, липучка, кунай. Ну, R2. Ага. Понятно. Понятно, как скакать теперь. Ничего сложного. Да, неплохой крюк. Да, ничего, пюреха, пригодится. Есть уже одно место точно, куда можно сходить с таким крюком. Где-то там в середине карты. Так, мне на это... Ну, нет, вряд ли. Скорее всего, потихонечку сейчас будем забираться куда-то.
Если зацеплюсь, смогу перебраться. Да как нехер делать. Оу, чуть не промахнулся. Так, тут... Угу. Блин, что же это напоминает? Не могу вспомнить. Dying Light, ну, почти, но что-то еще, по-моему, прямо очевидное такое. Какая-то такая механика, не могу вспомнить, где была. Так, я у тебя в долгу. Если что, пишите в комментариях. Может, кто вспомнит подобные игры. Когда вот именно с таким крюком надо было цепляться или что-то. Они тебя дерутся. И правда поют. Кто поет? Их держат в клетках по всему форту. А это типа заключенные песни орут. Оу. Чуть не пизнулся. Так, по идее, тут должно все монголами кишить, да? А сначала этим заключенным, наверное, да, помочь подпить. Потом монголов истреблять. Что тут нет-то никого? Что-то по звуку не могу определиться. О, иди сюда. Не могу определиться, с какой стороны они песни воют. Синглплей, привет. Как настроение? А, баг. Она когда-нибудь упадет, интересно? Так, вот такое ощущение, что они все время как-то за спиной поют. Спасибо, что зашел. Всегда рад гостям. Причем, ну, как бы и не только в играх. В реальной жизни люблю, когда в гости заходят. Так, вот они где-то тут, да? Монголы. О, здорово, Макс. Все, спалили меня. Ой. Так, что-то... Ладно, давайте, короче, подтягивайтесь все сюда. Главное, чтобы видно было хорошо. А что, он теперь по 3 раза стреляет, что ли? Или по 2? Так, с бомбочкой, дурачок, ты чё? Вот курва, блядь, а. Я ни хера не вижу. Да что ж такое, что-то я на подаче его попадает. А, сейчас опять ослепит. Твою мать. Надо текать оттуда. Где этот дурак? С бомбой. Вот этот? Так, тут вроде все, да? Воу. Я тут слона и не заметил. Блять, этот командир крадется тут. Чтобы меня трошки порепать.
Бля. Что-то вас тут много, ребят. Бля, камера опять неудобно стала. Что происходит? Готов. Еще двоих надо замочить, и будет счастье. Стойка Луны откроется. Все? Кончились? Надо пивунов, короче, освобождать, да? Я от него. Ясно, что поможет. Так, подожди, это Мишка? Так, в жопу Мишку. Они дикие. Меня прошлый медведь несколько раз, блин, завалил. Так, кто меня палит? Джихарда говорит. Давай, подходи сюда. О, они мне помогать типа будут. Но не надо как мобы-то никакие. Часто, конечно, хотелось бы, чтобы у них тут конечности отлетали, по идее. Там обычно в фильмах как показывается. Но там херак, катана ему махнул, и у чувака там рука отлетела, башка оторвалась. Было бы гораздо зрелищнее. Да, Мишку выпускать мы не будем. Нахер мы нам эти проблемы. Но его, как, кстати, как вариант, можно было бы натравить. Потихонечку прокрасться, типа, открыть ворота. Чем-то это дело Far Cry напоминает. Так. Отходи отсюда. Спаситель спускается. Да, Макс, буду. Когда материнку вернут, блядь. Ну, не с ремонта, точнее. Когда они ее, короче, решат, что с ней делать. Протестируют. То купить купил. Не работает. Забрать забрали. Пока не возвращают. И молчат. Тактическое. Но я как бы на плойке-то тоже какие-то игры буду проходить. Допустим, я вот начал Cuphead на плойке. Рад, что ты цел. Так что придется в любом случае его добивать. Так, победить монголов задача. Сейчас мы их тут по-быстренькому. Пока мобы их отвлекают, мы их порежем. На лоскута. Я думаю, может быть, Mass Effect запилить на компе. Всегда было интересно эту серию пройти. С учетом того, что тут много вариаций прохождения, скажем так. Да и в целом серия культовая. Так, что-то какое-то рубило. Я тут что-то начинаю не понимать, где свои, где чужие. Пора подать сигнал и впустить рюкзак. Синглплей ты проходил, да, Mass Effect? Я вот как-то что-то вот не срослось, не получилось. Не фартануло. Посадку успех ушел. Не, ну правда, серия всегда была интересная. А вот что-то как-то руки не доходили. Вроде возможность была. Но и в принципе также еще жду выхода этого какого Киберпанка. Так что может быть придется параллельно пилить и Киберпанк. Здорово, дядюшка Барс.
Придется пилить как бы и Киберпанк, и Mass Effect. Ну, это посмотрим. Так, тут кто? Мишка сидит. Кто рычит-то? Тут пусто. Ну давай. Ты в этом, как его, в Стиме заказал? Ну, 1000 это, конечно, не сравнится с ценами на плойке за 5 евро, блять, брать его. Я понял, что на ПК. Подожди. На PS. На ПК ты имеешь в виду? На плойке за 1000? Предзаказ. По-моему, там по предзаказу она всегда 5 евро стоила. Но, по-моему, даже в Стиме, по-моему, я не знаю, конечно, там можно скидки какие-то ухватить или что-то в этом роде. У тебя там какая-то что, привилегия? Просто, по-моему, цены всегда одинаковые на всех. В Стиме 2 штуки. Так, Ну, ворона. да тоже нормальная цена, 2000 за игру как бы отдать. Главное, чтобы она, конечно, не говно оказалась. Просто я на плойке как бы вот... бонус Эльдорадо. Тогда понятно. Вперед, бейтесь за свободу! Нихера сколько синих. И мы сейчас что, типа всех ебашить будем? Давай, подходи по одному. Воу-воу. Как бы я вот не вижу прикола отдавать по фулл прайсу, как бы постоянно за игры, в которые ты хочешь поиграть, как бы ты же не можешь игру пощупать, как бы, а потом думать, покупать ее или нет. Ты сначала купишь ее, заплатишь, допустим, там, я не знаю, 4-5 косаря, а потом херак она не зашла, ну или просто отстойно оказалась. Поэтому... Ты вчера, я помню, да, ночью его стримил, по-моему. Я вчера так на работе заходил, посмотрю, когда время было. Потом обратно вкалывать пошел. Че, всех похерачили уже? Пленных не берем, блядь. Толпой стоят на него, смотрят. Ну прям типичные мобы. Ты там это дядька, что ли, этого, да, Цусимы? Спорили о том, когда ты нас Ой, спасешь. Цусимы. Я проиграл. Надеюсь, ты Какого принес главного с собой героя, секрет. тоже забыл, как зовут. Сикай или Синай, что-то такое. Это какой-то бред. О чем ты? Монголы не тронули моих А, людей. ты там на Средний остров? Я просто, видишь, покажу только на первом. Вот почему они пели песни. Радуйся, что они живы. Но с чего вдруг монголы стали их кормить? Может, ожидали чего-то взамен. Тебе пока шмоток-то никаких других навыков не Спасибо падало? тебе. Мои люди. Для меня все. И еще вопрос, ты не смотрел онлайн? По-моему, должны были его в начале сентября ввести. Онлайн Сусима. Там типа можно четвером играть. Мне нужно найти Юну в Комацу.
А что-то тоже сколько раз не заходил, по-моему, даже графы такой не появляется, то что типа этот онлайн можно пилить что-нибудь. Ну там тоже типа хочешь за Сёгуна, по-моему, хочешь за призрака играешь. Ну обещали, по крайней мере, сколько я в новостях читал, то что это обещали в начале сентября, по-моему. Так, на все остальное мне чего не хватает. Ну, окей. Не правда, что ли? 2 штуки. Ну и ладно. Короче, получается, если ты вливаешь в технику, то это не то, да? Стойки надо, короче, качать. Угу. А я как раз что-то наоборот все это сделал. Тут просто сразу как-то много прокачек, и я не понял, что конкретно от меня хотят. Ладно, буду знать. Не последние эти очки-то дают. Будем, значит, стойки вливаться. Так. Вспомнить бы где какие-то там ворота, куда я залезть не мог. А, вот здесь они. Да, пилить, конечно, свет не ближний. Ну, потом на лоб вот сюда пойдем. Чик-чик-чик, вот это все надо будет защищать. Здорово, Илюх. Пошла! Ты, кстати, этот, как он, Барс, ты на средней сложности лобаешь? Так, как мне сюда выйти-то? Или в объезд придется? Давай, как это? Я вот тоже что-то себе задирать сложность не стал. Булплей, здорово. Сыграй как-нибудь. Как бы, ну, дело интересное. Может понравится, затянет. Так, куда идти-то? Это получается вот сюда, куда-то мне показывают, да? Погнали. По-моему, только там обрыв. Тихо. Как же цветочки-то не собрать? Глядишь, может еще шапку возьмем какую-нибудь. С полями. Было бы прикольно, если бы тут ушанку можно было бы, знаешь, взять. Где ваши мечи? Спасибо, Барс. -1. Давай, следующий. Плей Фибер, здорово. Кстати, что-то они довольно-таки проще стали убиваться, по-моему. Прямо чик и пару ударов, он уже покойник. Все будет хорошо. Да благословят вас боги за ваши подвиги в Камацу. Это же чудо. Берегись. Да ладно, не благодари. Это Че они постоянно дают такое? Может быть, то, что катану вкачал. Как вариант. Я тут, по-моему, 2 или 3 пункта только что поднял. Так, тут какая-то, по-моему, деревушка, да, или что-то такое. Раскривушка.
Флэр, спасибо за лайк. Эта поддержка нужна всегда. Как же без поддержки-то? Короче, надо звать плотву. И на плотве спокойно ехать, короче. Вот так. Так, тут у нас как раз, да, лисье дерево. По дороге тут как раз она попадалась. Лисья нора. Животное, подожди меня. У нас на комбинате тоже так лисы бегают. Жрать просят. Зимой особенно. Облезлые какие-нибудь. Ну, по весне. Кто ваш лучший воин? Блять, я сейчас с медведем буду пиздиться. А, нет. Лисы облезлые по весне, а зимой красивые, пушистые. Жрать просят, а близко не подходят. Люди так чисто фоткают. Все. Там какой-то мишка вроде кряхтит. Либо он монголов там доедает. А, ну да. Приятного аппетита, медведь. О, нихера он там его закинул. Ладно, это не моя битва, короче, походу. Воу. Че, он с одной подачи, что ли? Умер. Не убегали далеко, я так понимаю. Ну, я только сфоткал. Лису я только успел сфоткать, как бы, но на руки они не это, ну, как бы, гладить не давались. Да хрен его знает, тоже ее начнешь гладить, она тебя зубанет, хер его знает, что у нее там на уме, она ж дикая. Не, походу, все-таки это сказалось то, что я катану прокачал. Ну, плюс еще монголы, конечно, я тут покоцали медведя. Так, давай, где плотва? Кстати, она всегда так через жопы какой-то вылазит. О, вот как она пришла. Да, за чухание. За спасибо работает. Тем более, если у лис бешенство, они хер вообще их руками трогать. А то потом будешь на народ бросаться. Ну, как минимум, уколы в живот тебе обеспечены. Отстойная хуйня. Их, наверное, просто, знаешь, никто не трогает, короче, типа нехуй связываться. Скорей, Кага! Так, я в этом селении, кстати, не был. Что тут есть такого интересного? Эй, Ну, как обычно, монголы, как же без них-то? А нет, даже разбойники. Дурачок с вилами какой-то. Давай. Хуяк, -1. Давай, подходи по одному. Так, тот что-то на контакт нормально не идет. Давай сначала ближних зарубим. Он как-то хуяк с одной подачи, и он и помер. Не, ну я не против. Если так в ближайшее время народ будет рубиться, тут можно целыми селениями вырезать, как бы, и Место, похуй в которое будет. я пришла, было удивительно красиво. Я любовалась им, позабыв о времени. сейчас всем нам нужно душевное спокойствие. Во время войны самураям следует приходить в такие места и сочинять хоку. Я слышала, что искусство... Ну а сейчас опять будем стихи писать. готовит разум и тело для битвы. Это правда, господин? Да, но для того, чтобы видеть красоту поэзии, не обязательно быть воином. Кто знает. Пушкин воином вроде не был. А стихи слагал к Беза Здрастина.
Кстати, ничего, такой получился каламбур. Пушкин воином не был, он умер сразу. Без боя. Так, тут что есть, с кем поговорить? Никто общаться не хочет. Как хотите. Вот я так понимаю, они срезанные, да, вот эти листья как-то сушат. А нахрена? Бабка ёбу дала. Раком стоит, что-то смотрит по сторонам. Бабуль тебя чё к земле тянет? На старость лет. Вот у них тут у мобов как бы странно такие анимации прописаны, все вот как-то на картах почти стоят и ни хрена не делают. Не, харакири это когда ты уже понял то, что тебе это как бы, ну то, что ты накосячил, и ты себе хуяк, нож в пузо и все, и кишки выпали. Так, бежать мы так долго будем. Вот откуда она взялась? Она как привидение постоянно появляется откуда-то. Знаешь, как этот дворецкий, который очень подозрительный. Который как бы вроде его нет, но он всегда рядом. Правильно делал, да. Давай, Кагарь! Так, горы. Полезли. Немного ассасинов. Мне получается, ну да, выше, короче. Еще выше. Все выше и выше и выше. Где-то тут, короче, основной, да, походу, квест. Или побочка. Ладно, все равно до этого долго еще пилить. Чуть не шибло, ты чё, плотва бешеная, что ли? Правильно, да. Только чуть-чуть левее. Где-то так, да? Блять, отклоняюсь. Значит, вниз. Зачем они эти арки строят? Это чем они это обозначают? То, что дорога какая-то, что ли? Что-то хуяк, лес, а потом хуяк какая-то арка из дерева. Чем это должно говорить? С колокольчиками еще. Так, надо с этим потрещать. Кто такой? Мой брат мечтал стать самураем. Даже устроил тренировочную площадку с бамбуком. Всю зиму там упражнялся. Тренироваться на бамбуке – отличный способ отточить мастерство мечника. Надо на монголов тренироваться. Я составлю твоему брату компанию. Он умер от лихорадки несколько лет назад. Но я вспоминаю о нем каждый раз, когда вижу такую площадку и знамя над ней. Теперь буду и я. Спасибо. Напиздел по-любому жестко. Хер он его вспомнит. Так, получается, через деревню, короче, да, мы проходим. Блять, опять курс отошел. Ладно, давай хотя бы мы, короче, слетаем вот на это по-быстренькому, на этот вопрос. Потом вернемся обратно к этой
Куда отправились, короче, как там, ну, короче, где прыгать надо, где нора, о, леса. Давай, зверек, иди. Хера нет, прыгучий. Чуть, ага, тихо, не разогнайся. Какими-то огородами меня ведет. Он вообще гораздо проще можно было обойти. Ну да ладно. По-моему, это последняя, да, молитва? Нет, еще до хера. Ладно, давай животное хоть погладим. Бесплатно пока. Так, вопрос есть этот. Теперь, ну, в принципе, правильно даже нацелился. Куда-то вот сюда. Я вот не помню, зачищал я эту деревню или нет. Да, вроде. Тут все спокойно, по крайней мере, себя ведут. Что, я думаю, проблем не должно быть. Так, тут чувак светится. Я помню, что-то кому-то надо было подойти, чтобы что-то сделать. В самом начале сейчас говорили об этом. Такой? Ага. Изготовите для вас доспехи. Ронина. Я не могу укрепить ваши доспехи. Погоди, вот, картинка появляется. Так, рога как у быка. Это что? Угу. С шапочкой петушиной. Нахер. Тут что? Скорость обнаружения снижается. Урон в ближнем бою. А, ну это Ронин, короче, тряпки и шапка, да. Путник. Это вообще что-то не интересно. Прощай. Прощай, ничего не обещай. Доступно новое седло, вернитесь к монаху. Давай-ка поищем, он где-то рядом же. Вернуть знамена. Я же, да, который вроде недавно собирал тут. Господин, мое имя Генхо. Я пытаюсь воодушевить людей. Значит, у нас одна цель. Я хочу напомнить людям о наших защитниках, о тех, кто пал у Комоды, но слов недостаточно. Знамена самурайских кланов — это символы великих воинов, которые отдали за нас жизнь. Напоминание, почему мы не должны сдаваться монголам. Вы принесли знамена? Бла-бла-бла, собирай флажочки, короче, Я да? читал свиток с историей клана Адати. Там сказано, что родоначальников клана именовали великими строителями. Вы знаете почему? Они построили золотой храм Ариака.
Видно, идти по всему острову. Господин Адати даже помог моему дяде укрепить наследный замок клана Симура. Разрушали они тоже умело. И этим помогли покончить с мятежом Ярикавы. Кто бы мог подумать. Благодарю за ваш рассказ, господин. Все Седло мы ценим давай, чё ваши ты? труды. Берегите себя. В этом седле вам покажется, будто вы летите по безоблачному небу. Типа у меня скорость лошади прибавится. Безоблачного неба. Тут такие иногда нудные диалоги, правда. Так, как теперь? Надо как-то подняться, да, по-моему? Куда идти? Вот. Куда-то наверх, да? Тихо. Там где-то можно было сомнуться. Ну тут и так можно пройти. Что-то ни хера не пойму. Ну, примерно наверх, да, короче. Просто наверх, наверх, наверх. Возможно, даже в обход придется ебашить. Ладно, пойдем по дороге. Тихо. Зацепишься? Писатели к играм. Но, по идее, писатель это писатель, а сценарист это сценарист. Тут как бы сценаристы, я думаю, они должны, по идее, диалоги прописывать. На то он и сценарий. Я думаю, так. Правильно иду. Ну, я, конечно, все равно, я понял твою мысль. Я, короче, за то, чтобы люди грамотно к этому делу подходили и не ебали мозги подобной хуйней, типа того, что там, как в Days Gone, херачишь через полкарты, а потом тебе просто говорят: привет, как дела? Нормально. И все, конец задания. Отмеченную точку я прибыл. Ну-ка, цепанет? Нет, высоко. Так, надо сейчас думать, как туда забраться. Ну хули тут думать-то. Давай. Блин, вот прямо вот этот крюк как-то работает, механика этого крюка, прям не знаю, какая-то отрыжка, где-то я это видел. Прямо вот такие же движения даже. Так, рис, бамбук, это все, конечно, здорово. Иди-то куда? Опять бамбук. Ага, здесь надо пролезть. Бамбук, припасы. По идее, на таких вот площадках нужно стихи писать. Сочинять хоку. Но, видимо, не в этот раз. А он допрыгнет до сюда вообще? Или мне в обход надо? Что-то не очень очевидно. Ну-ка. Ну, хоть не разбился. И то спасибо. Так, а теперь мы... Угу.
Дядя Степа, здорово. Дела? Да нормально. Работа, дом. Ну и так, по мелочи. Сегодня пытался трейлер канала сделать. Что-то в разные эти программы поковырялся, пока не совсем. Ну там разбираться надо. Это займет время. Микрофон у меня Respawn называется. Гарнитура. Точно модель я не помню. Ну, в принципе, наушники, как наушники, хорошо вроде работают, все отлично. Ну и я смотрю то, что люди на звук не жалуются. Так что пока вроде все устраивает. Так, опять непонятно куда идти. Ща как пизданулся. Окей. Ну как я мог увидеть то, что этот сук именно здесь торчит? Так, птица есть. Есть птица. По идее должен долететь. Кстати, вот на эти вышки стало гораздо дольше забираться. Больше времени на эту херню тратишь. Блять. Да ебись ты, колотись. Ну, хоть загружает, знаешь, не с самого начала. Да, ассасин пошел. Помню, еще в Dying Light тоже на это дело времени тратишь. Ползешь куда-нибудь. Хуяк. Полезли заново. Цветочки. Странная у них тут валюта, цветы. Цветы и припасы. Ну, припасы понятно, как бы, но цветами за шапку расплачиваться. Герпес, ну, простуда, короче говоря. Бля, как же называется-то? Тут недавно читал название, как-то забыл. Сейчас мне даже интересно стало вспомнить название лекарства. Дядя Степа, если тебя мучает этот какого герпес и долго не проходит, инфагель называется. Помажь пару дней, будет заебись. Так, дали какой-то третий оберег, и он золотой, да, походу? Я что, только 2 золотых могу, да, ставить? При попадании в голову с 40% вероятностью можно вернуть стрелу. Да нет, тут стрел хватает. Понятно. Бесполезную, короче, дали хуйню. Зря полз. Надо бы теперь аккуратненько вернуться, да, как-то отсюда. Прыг-прыг. Получится. А зачем спиртом-то выжигать? По-моему, это мародерство. Да что щипит.
Советую, как бы, ну, смотри сам, если что, инфогелем попробуй. А, блядь. Должно помочь. Так вот птица летает. А нахрена она тут летает? Ничего вроде нету. Может, типа надо еще раз сюда прыгнуть? Надеюсь, она меня по старому пути-то не ведет. Куда она делась? Где эта птица? Ага. Она вообще куда-то учесала. Зашибись. Ну, вообще лечение таких вещей должно проходить безболезненно, насколько я знаю. Так, где птица? Че они мне мозги, блядь, делают? Короче. Где птица, нахуй? То она есть, то куда-то улетает. Надо спускаться, думать как. Блять, он тут разобьется. Вон она кружит. И как я отсюда спущусь? Джеронимо. Пиздарики. Так, птица, иди в жопу нахер. Водку чем? Блять, да что ж такое? Да похер чем вообще водку запивать на самом деле. Главное, что... Да что он не долетает? Главное, чтобы после кусия перебить. Это что, типа билет в один конец, да? Тебе придется, блядь, пролезать все равно по новой. Тут он не достает. Так, по идее, я где-то вот здесь перепрыгивал, и тут было видно начало, куда мне скакать нужно было. А я вниз вообще могу спуститься? Насколько низко? Ага. Ну, давай ты перелезай. Я понимаю, только еще правильный ответ на твой вопрос, чем запивать водку. Наверное, сейчас спиртом, да, ответ? Так, вот сюда как-то надо пробраться. Вот, блядь, к этому. И отсюда, походу, да, как-то? Ну, дело. Так, вот здесь он. По идее, совсем подохнуть-то не должен. Ну, почти. Ладно. Хоть как-то, блядь, спустился. Я что-то уже задолбался по этим горам скакать. Дальше, куда мы двигаем? Так, тут все. Тут все. Погнали вот на это дело. Обтяпаем это дельце.
280 метров. Ни на что тебе. Ни на что тебе не променяю. Зачем эта лошади говорит, она все равно не врубается. Так, тихо, мишки. Пошла! Блять, с одной стороны мишки, а с другой монголы. Кстати, от кого они бегут-то? Давай, как это? Так, а теперь получается вправо, да? Вот сюда. Найдите Юну в кузнице Камацу. Угу. Да, вот он. Я тут как-то уже оборонял эту кузню. Я помню. Вот и ты. Погоди, женщина. Катану, господин. Катана. Прощение, но этого не хватит для работы, господин. Так, у меня типа все есть, но не хватает что, припасов? А, надо 600. Быстрее совершайте тихие убийства. Производство тихого убийства вы понимаете еще меньше шума. Ну, я не часто этим пользуюсь. Ладно, Благодарю хрен. тебя. Не будем пока ресурсы тратить. Вот и ты. А вот и я. Ты еще здесь? А вот и вы. Разочарован? Думал, вы уедете, едва я получу крюк. Поплывете на большую землю. Заманчиво звучит. Но ты спас таки жизнь. Мой долг помочь тебе спасти дядю. Рад это слышать. Оповести остальных. Что им сказать? Мы освободим замок Канеда и господина Симона. Твой племянник вышел на охоту. Нападает подло, как зверь. Да схуяли подло-то. Процентов 90 я на противоборство вызываю. А ведь цель-то у нас одна. Оставить после себя наследие. Так что жирному неправильно докладывают. Это честь и долг. Порядок в стране и справедливая власть. Ты совсем не такой. Как и твой племянник. Тем не менее, имя-то он назвал. Дядя Степа, меня зовут Леха, мне 32. Ну, вроде все. Твои предки... Больше ты вопросов не задавал. У тебя наследный замок к северу отсюда. Любопытно будет посмотреть. А тебя я оставлю подыхать здесь. Одного. Без всякой чести. Степа, взаимно. Где ты? Все здесь. Ждем соломенных шляп? Нет. Ждите возле дома. Если я не приду через 5 минут, подождите еще. Это было в Эйс Вентуре. Так, по желанию поговорите с соратниками 10 метров. Дин, Что хочу? Спасибо вам. Господин Симура этого не забудет. Месть за мою семью может подождать несколько часов. Как и поиски Томоа. Нашему острову нужен предводитель. С вашей помощью к рассвету он будет свободен. Готовьтесь. Скоро выступаем. Только скажи, мы придем. Ученица сражается на стороне врага. И чья это вина? Довольно. Опять с этими сбегай по пизди, с этими бегай по пизди. Ты же знаешь. Да что ты не... Сюда! Время пришло. Время пришло. Сегодня Гости мы отправятся.
кто-то Ждет пропал тебя под старинный друг. Их нет. И мы не можем их ждать. Так, ну это чуваки, я смотрю, которым я помогал, да? Вокруг Я меня возьму Крюк и собрались. проберусь в замок. Избавлюсь от сигнальных пушек, и вы сможете ворваться через ворота. Думаю, монголы держат господина Симура в главной башне. Если поднимется тревога, его могут убить. Короче, штурмуем Ворвемся в главную ворота, башню, что ли? застанем их врасплох. Нет, мы сделаем все тихо. Мы пробьемся к башне, спасем господина Симуру. Потом отступим к главным воротам и ускользнем. Это самоубийство. Если атаковать, Что-то планы у них то наполеоновские. можно прокрасться и застать врагов спящими. То есть как вор. Или призрак. Или вор. Господин Симура ждет. Нам пора. Ну, если я не ошибаюсь, получается типа два варианта. Можешь по стелсу, а можешь в лоб, да, долбануть их. Хер знает. Ну, посмотрим, как получится. Куда идем? Думаешь, получится? Должно. Полотно. Я тут оказался, конечно. Ну, почти все побочки тут, конечно, сделаны. Надеюсь, я могу, если что, к ним вернуться. Или отказаться от этого задания и сделать побочки сначала. Осталось 3 штучки. Чё-то хер. Ладно. Погнали, раз уж так. Раз уж началось задание. Будем проходить. Так, мне надо подняться на утес, да, а не спуститься. Догоняй остальных. Увидимся внутри. Конечно, не против. Всё. Так, хоть не ёбнулся. Дядя, больше я не подведу. Дядя. Так, ну, не привлекайте внимания, тащите сигнальные пушки. Их искать. Ну, я надеюсь, не привлек особого внимания. Раз уж дается такая возможность, почему кого-нибудь не замочить, давайте. Сигнальные пушки, как они интересно выглядеть? Они, наверное, должны выглядеть как пушки. На крышу, наверное, нет, да, смысла лезть. Угу. Вот она отметилась. Так, а здесь я просто не заберусь. Крюком не забраться. Значит, через дом придется идти.
Ты про микрофон, в смысле? Ну, да, я купил микрофон, ты же меня слышишь? Пушки. Нужно избавиться от стражи. Где пушки? Так, пока я что-то вот очевидно как бы в глаза не бросается, где эти пушки находятся. Поёбаем пока близлежащих охранников. Сенсей, вы с Кензи идите на главный. Да, шум от плойки, как бы, да еще, наверное, системник шумит. Ну, конечно. Хорошо. А видишь, в чем дело? В настройках от OBS, если с компа стримить, там есть такая штука, как шумоподавление. На плойке я могу только звук погромче сделать, и все. Разработчики решили, короче, не париться и сделали только один бегунок. Стреляли из такого по нам с Юной. Теперь мы Так его что? захватим. Так что как-то так. Нужно убить всех врагов. Стримы с плойки будут немножко шумноватые. Твой ход. Все спалили. Ну ладно. Так, главное в угол не заходить. А то сейчас они набегут и просто не дадут выйти. Не пойму. А, тихо. Ты не прав, вы не смогли меня перетащить. Я как бы буду работать, скажем так, на два фронта. С компа буду стримить, потому что для стримов это удобнее. Но от плойки что отказываться, если можно тоже во что-то поиграть. И к тому же покупку пятой плойки тоже со временем никто не отменял. То есть будет и комп, и PS5. И все сразу просто. Все, кончились. Ну, опять же, пленных мы не берем. Так что, допустим, какая-нибудь, ну, эксклюзивов-то, наверное, уже на PS4 выйдет. Какая-нибудь, может быть, игра там на плойке будет дешевле, почему бы и не взять на плойку, если она там на компе дороже. Посмотрим. Думаю, То там будем стримить. Главное делать годный контент. Удачи, Дин. И вам, Масак. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все херня. Встретитесь с Юной у моста. Где это Юна? Да и в... Кстати, он тут в начале игры с этого моста сигал. Если я не ошибаюсь. А нет, с другого. Там ворота большие были. Дин, у ворот Ну, стража. я так понимаю, мы к ним идем. Давай, выходи, короче. Подходи по одному.
Да, очень печально то, что тут нельзя этих бледей расчленять. Было бы угарно. Вот когда пригодились твои зеленые шляпы. Люди Рюдза умирали от голода. Они могли взбунтоваться. На войне человек легко становится зверем. Давай посмотрим, что на вышке. И пойдем дальше становиться зверем. Кто бы сомневался. Че, куда идем-то? Сарай какой-то. Понятно. Он за мной бегает. Вот он с этого моста сигал. Как он не разъебался в воду, я еще, конечно. Это хороший вопрос. До сюда я дошел в прошлый раз. Хан сбросил тебя с этого моста? Как ты вышел? Не знаю. Ворота заперты. Удерживай мост. Я найду другой путь. В смысле удерживаем мост? Они сейчас будут лезть? Осмотри утес. Должен быть какой-то путь. Так, пока что-то не очень очевидно. А, вот. Только мне вверх или вниз? Можно здесь. Да, верно. Как попадешь внутрь, открой мне ворота. В общем, идем обход, да? Правильно хоть идут, я надеюсь. Так. Ну, пока вроде все очевидно, куда забираться. Сейчас опять с десяток монголов. Опять попрыгаем. Без юны трудновато. Ну да. Давайте сначала, может, ее запустим. Вот и ты. Давай. Помогай месить колобка. Это предводитель был, да? Нет? Что-то жирненький такой. Давай, идите сюда, короче. Вот он, предводитель. Кстати, со мной же еще там чуваки какие-то собирались. Блять, опять ничего не вижу. Где чуваки, которые со мной собирались куда-то там в бой? Их же еще парочку было. Почему только баба со мной одна? Блять, эти дураки задолбали с бомбами. Ничего не видно. Опять пиздец, фейерверки. Так. Сейчас потихоньку расчистим. Вот некоторые уже начали хотя бы с одного раза робиться.
Так, Юну ранили. Я тут сам чуть не подох. Помни от Сюси. Помоги! Спасибо. А щит что не пробиваешь? Готов. Последний остался клоун. Последний предводитель, короче, и изучаем 4-ю стойку. Я здесь! Сразиться с оставшимися. Ну, наверное, второй предводитель тут и будет. Баба под огонь попал. Здесь не подохнет. Как мне потушить-то себя? Блядь, с огнем появились дебилы. Ты хорош себя поджигать-то. Это же не игрушки. Пройдите в главный двор. Да, ходить мы по стелсу идем. То поселение выкашиваем. Где у них главный двор-то? Наверху, наверное. А, ну да. Юна, отбивайся. Я найду господина Симуру. Удачи тебе. Еще лучше обойти. Ну, как и что и требовалось доказать, короче. Сначала подеремся, потом попрыгаем. Рюдзо. Хан платит за смерть призрака. Справился, ты богат. Это говорит о том, что типа он... Мои люди голодают, Дин. Стёп, да ничего, тут народ попрыгал немного, народ повалил и... Опять. Вот сейчас единственная первая катсцена. Сделает тебя самураем. Особо ничего. Штурмуем какой-то замок. Для... Ну, чтоб дядю спасти. И пошлет нас умирать. Как сделал тогда у Комоды. Рюдзо. Он твоя семья, Дин. Мне нужно спасти свою. Понятно. Пиздимся с корешем. Та-дам! Не надо тянуть. Не вопрос. Мы были друзьями. Очень давно. Ты был мне как брат. Devil May Cry 3. Прекрати! Пока еще не поздно. Тёма, здорово. Ты тоже. Брательник или кореш решил работать на монголов. Даю пизды. Ну и, собственно, пошел дядьку выручать. Увидел кореша.
Некоторые подачи у него, блядь, резкие, конечно. Готов. Отобрал у него шапку. Стой! Да пусть ебашь, крысюка. Еще не поздно. Помоги спасти наш дом. Ты ему немножко порезал. Какой с него боец. Рюцу. Он здесь! Самурай здесь! Да, сраный. В каком-то фильме я видел такие шапки про самураев. Так, надо вот этих с огнем валить первым делом. Я так понимаю, мы продолжаем, да, короче, крепость штурмовать. Все? Нету больше никого? Ну, сюда смысла нет. А я что-то в ебальник Скорпа 11 МКСа не это особо не вглядывался. Ну, возможно, я не исключаю. Так, надо стойка какая там? Вот это, по-моему, да? Щит пробивает. Так. Гнида с огненными стрелами, вот это первым делом, блядь, должны подохнуть. Воу-воу. Так, ребят. Блядь, а. Давай, нападай. Блять, одного начинаешь атаковать, второй подбегает, долбит в спину. Ну ладно, хотя бы. Разъебался. Готов. О, кажется, я ему руку снес. Только сейчас обратил внимание, то что он вроде руки отсекает. Ну хоть какая-то отрада. Надо голову, чтоб сносил. Будет прикольней. Выходи, подлый трус. Где он? Где господин Симура? Сейчас они, бля, взяли и рассказали. Проебала. Херово. Походу надо стойку махнуть. Давай вот так. Блять, ну что ж у меня не получается-то от этих жердяев уворачиваться. Это единственный подходящий тайминг, когда у него топор втыкается. Все, тут, наверное, взять-то больше нечего. Все уже было украдено до нас. Тихо. Припасы. Ну, я так понимаю, дядька на втором этаже, да? Если его вообще в другой город не перетащили. Что не исключено. Так. Залезай. Чё мне ёбнуть-то его прям через раз он светится. Через Сёдзи. Сёдзи это у них так называется дверь.
Бумажная, да? Очень непрактичная вещь это ваша сёдзе. Через нее людей убивают. Типа чуть посильнее чихнул, хуяк ваша сёдзе разлетелась на кусочки. Сидишь, блядь, латаешь там, зашиваешь там, я не знаю. Хотя, в принципе, что, бумагу переклеил, да и в рот, ебать. Под шухером каким-то ползаю на картах. Выходите биться, нахуй. Прорубаем сёдзе. Так, надо стойку менять. Вот так. Так, это вообще с огнем каким-то стоит. Давай-ка его сначала. Он сейчас начнет что-нибудь поджигать мне. Может, у них какой-нибудь толстый пергамент, который, как бы, я не знаю, ну, можно и зашить. Я бы не был уверен на 100% в этом вопросе. Что, сука, жить охота? Пошел нахуй. Давай, рубим сёдзе. Где дядька-то? Тоже какой? 3-й, 4-й этаж. Хуяк. Покажись, трус! Дядя, я иду! Сын, поспеши! Ух, самурай, но хоп! Подожди, дядька же за решеткой был. Дядя, я знал, что ты... Все, он просто его освободили. Твой отец был бы горд. Моя жизнь, служение, господин. Дядька же не ебический самурай. Я вот там сзади вижу доспехи. Чего ему мешает схватить какую-нибудь катану и всех перехуярить? Хотун-хан идет на север, чтобы взять Тойоту. Вот типа того. Здесь он оставил страх. Но им не одолеть 2 самураев. Я привел воинов. Мы вернем замок. Херовые воины, одна баба побежала с нами биться и все. Песни. И сказки. Убьем захватчиков в северном дворе. Отвлечем их на Короче, себя. в одну сторону шли, народ валили, теперь идем в обратку, да? Что-то я ему прям с наскока брюхо распорол. О, пили желтые монголы. Цитрусовые. Да задолбал ты туда отходить. Да? Все? Нет. Сенсей, госпожа Масако. О, остальные прибежали. Ваш племянник постарался. Гасились стопудово Что по вас можно углам. спасти. И я не верил. Но он доказал, что я был неправ. Не в последний раз, сенсей. Рад вас видеть. Мы потеряли многих друзей. И родных. Господин Адати погиб с честью, госпожа Масако. Мы отомстим за него и за всех павших воинов Цусимы. Еще идут. Мы будем сражаться вместе. За павших воинов Цусимы! Вон, блин, толпа бежит. Ну, в принципе, нас уже вроде как побольше. Мы кидать по шурику. Стреляйте, сенсей Сава! Мы прикроем! Прямо, я бы сказал, сеча. Тихо.
Идиотов с бомбами поебать. Вот он. Куда мне вести? Не успел. Прям пиздорез происходит. Лила бы его сзади. Все. Вы хорошо Я уже хотел остальных ебашить. Мы взяли замок. Вы привели нас к победе, господин. С твоей помощью, Тим. Вместе мы сломим дух монголов и поставим Хотунхана на колени. Заставим Мы причмокивать. одержим победу, как самураи. Все, пиздец хана. Проникните в загна. А, ну, все, выполнено. Приз получен, семья в сборе. Ваш нефритовый стержень крепнет. Герой с силой. Максимальный запас здоровья увеличен. Да, давай бомбочку откроем. Эти Чё это такое? колокольчики пригодятся. Стража может пойти проверять, откуда звук. На яйца им бросать, что ли? Так, стойки. Стойки. Не хватает стойки качать. Херово. Ну да ладно. Интересно, я смогу на предыдущий остров вернуться, чтобы парочку этих-то там незаконченных добить? Там пару побочек вроде оставалось, и еще один лагерь какой-то. Не хочешь пригласить меня? Твои люди устали, голодны, мерзнут. Спусти меня и спаси их. Кто такие? Ну, красивка. Кормить моих бойцов. Заслужи. Но я думаю, мы с этим Рюдзе не первый раз будем биться. Не в последний, точнее. Придется ему еще, наверное, разок надавать по ебальнику. Нет! Откройте ворота! Откройте! Шашлык. А ворота хер кто открыл, да? Ну да, пока не видно. Откройте! 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 Открывайте! Ну и чё, ну спалили бы они троих людей, а так город проебут. Что-то не очень тактично, по-моему. Новый горизонт. Тебя ищет дядя. Хан захватил его замок, да? Напрасно я доверился Рюдзу. Он всех нас провел. Я думал, ты уедешь. Я тоже. Поговорим с дядей.
Тебе положена награда. Господин Симура в главной крепости. Все еще хочешь покинуть Цусиму? Здесь мне делать нечего. Мне нужна твоя помощь в грядущих боях. У тебя есть дядя Дзин. Я тебе ни к чему. Мне нужны верные. Вот есть побочки. Ну ладно, попробуем, конечно, это задание сначала закончить. Потом надо будет возвращаться. Вопрос. Тут битва с боссом. Вот это надо будет закончить. Раз, два, три. За эту бабу еще 2 из 9 аж. Еще 7 заданий за нее где-то будет. Союзники. Удачи тебе с дядей. Сейчас все будет. Дядя, я смотрю, приоделся, да? Дзин, Понтовый стал. здравствуй. Мы победим хана и подлеца Рюдза. Выставим головы перед моим замком. Как гирлянда. Но мне нужна твоя помощь. Приказывайте. Я слышал о твоих деяниях, пока был в плену. Ты поступал жестоко, безрассудно. Ой, да ладно тебе, мандить, он тебя спас как минимум. Так было хотя бы. надо. Бесчестно, безрассудно. Знаю, Дзин, Начинается, блин, жопу и морщит. я у тебя в вечном долгу. Но ты должен оставить этот путь. На нас полагается весь народ Цусимы. Мы должны спасти наш остров. Как самурай. А как же Юна? Она спасла меня, помогла вам. Взамен она хочет лишь попасть на Большую Землю. Сейчас на море монголы. То есть, типа, второй остров еще больше будет. Вернем мой замок. Спасибо, дядя. Выезжаем через час. Слушаюсь, господин. Узнаю, как там остальные. Так, надо думать, как выходить. То меня сейчас ебанут на другой остров, походу, да? Угу. Все, я отсюда выйти не могу. Херово. Надеюсь, мой товар вам пригодится. Прощай. Пока нет. Господин Сакай. Все для вашего оружия. 5 припасов не хватит. Ну хер знает, вроде собирал. Че нам? Госпожа Масако, вам удалось выследить убийц? Я узнала несколько имен. Эти люди должны быть в Тойотами. Я помогу вам их найти. Но когда придет время вернуть замок господина Симура, могу ли я рассчитывать на вас? Да, я приду. И вместе мы сокрушим наших врагов. Это типа что, я должен каждого соратника, что ли, вылавливать, который ко мне подойдет и с ним трещать, типа, йоу, пошли за нас. Сакай, Понятно. ты хорошо сражался вчера. А ты нет. Ты Ваш ныкался. лук мне в этом очень помог. Я не видел вести о лука. вероломной ученице? Люди говорят, монголам в Акасиме помогает японская лучница. Видимо, Томоэ. В море есть лагерь выживших. Думаю, пойти разузнать у них. Дождитесь меня там, сенсей. Я помогу.
Кстати, не исключено, то, что таким макаром я сейчас еще побочки, да, себе зарабатываю. Все или еще остался кто-то? Чувак на картах сидит, чай пьет. Чиферит, короче. Ну, хер знает. Всех обошел. Ну-ка, давай так. Чик-чик. По желанию поговорите с соратниками. Так вроде все же. Разве нет? Господин Сакай! Оружейник, да нечего качать-то. Тихо. А, вот еще один. Укрепление строится? Медленно, но с кузницей дело пойдет быстрее. Молодцы. Вы оба. Так, там еще в желтом, да, какой-то чувак был. Кузнец, они оба. Оба два. Оба тут. Увидимся в Тойоте. Тойотом это получается следующий остров. Я типа туда их, да, перетаскивать таким макаром. Что сказал твой дядя? Господин Симура поможет тебе покинуть остров. Но сперва помоги вернуть его замок. Это уже не моя война. Это война всех и каждого. Послужи господину Симуре, и он наградит тебя. Обещаю. Пора, господин Сакай. Вот она суть самураев. Выжимать из людей все, что можно. Так. Сети на коня. И все, да, короче. Угу. Таким макаром я переберусь просто на следующий остров. А вот как-то я могу вообще отсюда выйти и сесть на коня чуть-чуть попозже. Хотелось бы все-таки добить, ну, босса, во-первых, босс-файт посмотреть. Добить парочку побочек там есть. Что очень любопытно это. Так. Вот как-то здесь, да, по-моему. Угу. Давай попробуем все-таки. Так, ну здесь меня просто не пустят. Убийцы не смогут скрываться вечно. Как вариант попробовать через оградку перелезть. Оп. Опа, Степа. Тихо. Ну и потом таким же, да, макаром чик обратно. Чё бы нет-то. Так, сядьте на коня, это здорово, но мы сейчас двинем, короче, на побочку вот эту. А чё я не могу ее? Зашибись. А если вот я не вернусь на область истории? Вот я бунтарь, нахуй. Ну, меня вернут обратно? Да. Чувствую, не дадут мне побочку сделать. Вот эти вот. Херово. Ну, посмотрим, может быть, как вариант. Может быть, что-то можно будет потом в обратку сделать. Может, типа будет что-то вроде быстрого перемещения. Не знаю. Сюда. Дядя,
Простите, что не пришел раньше. Там, глядишь, за пачку риса можно будет по карте передвигаться свободно. Какой он, монгольский хан? Он умен. Но знаю я таких. Много честолюбия, мало чести. Он знает наш язык, сохранил вам жизнь. Чего он добивается? Он хочет, чтобы я помог ему завоевать большую землю. Посулил богатство, власть, женщин. Думал, вы готовы предать свой народ? Уже за это оскорбление я убью его. Расскажи о женщине, что спасла тебя. Юна храбрая, верная и умеет сражаться. Исикава говорит, она воровка. Она из простых людей, но у нее доброе сердце. Друзей выбирают с осторожностью. Рюдза ты тоже считал другом. Грядет тяжелая Ну война. да. Мне важно А он знать, что я красивый могу доверять оказался. своим людям. Я в вашем распоряжении, как и Юна. Когда-то на этом острове царил хаос. Порядок сюда принесли самураи. Они объединили Цусиму. Люди должны видеть, что самураи и ныне готовы сражаться за эти земли. Пора тебе вернуться домой и надеть доспехи клана Сакай. После смерти отца их никто не трогал. Они же вроде Не бойся прошлого. уже были на мне. У меня же уже были доспехи клана Сакай. Разве нет? Если не ошибаюсь, даже они сейчас на мне надеты. Чуешь запах? Горит дерево и трупы. На юге они разоряли деревню, но такого еще не было. Это хан мстит за мой побег. Враги сожгли родную Надо хату. спасать крестьян и поля. Иначе остров не переживет зиму. Я этим займусь. Что они наделали? Впереди монголы! Атакуем! Херак. С подачи, да? Смотри-ка, живой оказался. Стойка камня поможет в бою с мечниками. Держите R2. Ага. Ну, спасибо за подсказку. Они типа пошустрее стали, что ли? Да нет, вроде так же рубятся. Вот я заметил то, что лучники по 2 стрелы теперь херачат. Так, дядя, давай. Не позволим. Монголы, я видел самки Канеда. Волки хана. Он отправил их разорять север. Давай, погнали, а то сейчас опять прибегут. Монголы захватили маяк. Зажжем пламя. Пусть хан знает, что мы идем. И дадим людям надежду. Да, на каждом А монголам маяке мы пизды. должны зажечь огонь. Оу. Так, отойди со своей лошади к хуям. Бля, тут стоит как мудила на камне. Бля, тут и волки, и монголы. Ребят, вы чё? Все?
Что, дядька с баловыш не носится. Наверняка еще кто-то. А, ну тут их полно, короче. Так, вот этого дурака надо с бомбами сначала. Курва сраная. Блять, еще один, а? Где он? Упор, а вот он. Урод, блять. Так, молодые люди, вы хотя бы нападайте по очереди. Доброжек, здорово. Спасибо. Спасибо за лайк. Поддержка это good. Блин, чё он такой двинутый-то, а? Сколько я уже раз его рубил? Наконец-то он подох. Задолбал олень. Они зовут подмогу! Останови! Куда стреляет? Тихо, припасы. Так, видимо, я куда-то не туда побежал, да? Забавно я его протаранил. Не понимаю, откуда стреляет вообще. Прям какая-то артиллерия херачит. О, нихуя дурак такой. Блять, это он стрелял. Нашел где палить в доме с пушки. Предводитель убит. Когда успел. Стойка Луны изучена. Окей. Че она дает? Чрезвычайно эффективно против тяжелых воинов. Угу. Сильные атаки наносят дополнительный урон ошеломлением. Сильный удар. Ну, понятно. Будем, как говорится, посмотреть. Как-то странно, он то один раз стреляет, Славный бой будет им уроком. то по два не стреляют раза, то по три. Блять, опять подкрепление. Стойку Луны перейти, да подождите вы рано. Что-то я этих крепышей не вижу. Куда идти-то? Где дядька? Старый пес-то куда свалил-то? Хера он удрал куда? Юна, почему она здесь? За мной телега. В ней монгольская взрывчатка. Используем против них. Доставай лук. Убьем их! Так, стойка Луны, давай попробуем.
Смотри-ка, гасится вроде по-прикольному. А обычно что, плохо что ли и убиваются? Понятно, вообще не пробить походу. Да, так. Я горю, блядь. Все, еще есть. Что-то у них слабенькое подкрепление. Ты решила присоединиться? Ну, все, можно теперь всеми 4 стойками пользоваться. Нам нужен маяк. Мы снова зажжем там огонь. Пусть знают, что наша победа в замке Канеда лишь начало. Пусть хан знает, что мы идем. Отправляйтесь к маяку. Что-то задание какое-то бесконечное. Назад, ну, я надеюсь, все-таки дадут. Подожди. Быстрое перемещение тут есть? Так, переместить, центровать, отметить место. А, подожди, во время выполнения этой задачи быстрое перемещение просто невозможно. А, ну так отлично, что. Я потом махну туда по-резкому, да и все. Сейчас мы просто это задание закончим. Будем закругляться. А в следующий раз уже вернемся и добьем вот эти побочки. И получается, остров полностью пройден. Нам нужны такие воины, как ты. Будем уже проходить следующий. У вас ведь столько условий. Чего вы тут встали-то все? Блять, какие-то ёбнутые. Правильно же, да? Ну да. Маяком называется у них вот эта башня, что ли? Следующий стрим, скорее всего, завтра где-нибудь днем по Капхеду. В Ерикаве много воинов. Цусима где-то через денек, другой, наверное, так. Люди там меня не любят. Капхед тоже добивать надо. Я там вырос. Игрулька-то прикольная. Юна вас уважает, господин Симура, и приведет Ерикаву под ваше знамя. Так что завтра днем где-то, может быть, ближе к вечеру, что-то так вот как-то. Ну, точно пока не знаю. Но я думаю, кто подписан, уведомление придет просто, да и все. Меня и брата. Жди в старой Ерикаве. Так что жду всех в гости на стрим завтра. Все, или мне надо маяк подняться? Вы что такие ребята нудные-то? Сейчас будем еще 10 лет, да, туда забираться. Тут ничего подобрать нельзя. Вот. Завтра в Капхед поумираем, короче, а потом, когда, наверное, выходной будет у меня или отсыпной, то есть через денек-другой постримим опять Сусиму. Надеюсь, хан это видит. Увидит. Мы вернем ваш замок, дядя. И сокрушим монголов. Как подобает самураю. Короче, я так понимаю, 3 острова, 3 маяка. А я попрошу у Сёгуна подкрепления. Как вы доставите Пока, Степ. У меня тоже есть сомнительные связи. Один пират, Гору, из бухты Умуги, мой должник. Если он жив, я найду его. Приведи его в охотничий лагерь.
Мы скоро встретимся. Все непременно. Пути. Будь осторожен. Я не могу потерять тебя. Господин, мы освободили Хотя... пленника. Монаха-воина. Он хочет поговорить. Вот как? Я к нему приду. Все, это задание закончилось. Пока странно. Блять, опять невозможно. Что ж такое-то? Где там удила стоит? Давайте уже быстрее закончим это дело. Прям какое-то длинное задание. Я вообще думал, что это очередная побочка. Ну или, по крайней мере, какая-нибудь основной сюжет, но не думал, что как бы вот так херак и все меня отправят уже на следующий остров, и я тут дядька уже спасу. Я Ну, благодарю так вас за ваших получилось. спутников. Где ты служишь? Под кем ходишь, брат? Узнав о Комоде, наши монахи отправились на юг сражаться с монголами. Но путь оборвался здесь. Мне жаль. Что случилось? Мы попали в засаду, а потом в плен. Нас бросили в темную иглу, без еды. Ничего не видно, не разглядишь ладонь перед носом. Первым забрали Дзёгана. Мы слышали, как он борется и кричит. Потом крики сменились воем. И запахло. Весной. Мы не Запахло хотели весной. Нас было трое, когда увели моего брата Энзо. Энзо. Хранителя? Жаль, что он погиб. Великий был воин. И прекрасный брат. Как твое имя? Норио, господин. Мгм. Вот здесь нас держали. Туда не поместится и 6 человек. Уверяю, помещается дюжина. Пойдем со мной. Хочу кое-что показать. Ты приехал из Тойотовы. Что там? Храм Куси уцелел, как и целители Акасимы. Говорят, в бухте Умуги до сих пор остались пираты. Так, погоди. Тут. Угу. Показалось. Господин, сюда! Да, пятый Цусимский. Так. Че он за мной-то не бежит? Ага, не те ворота. Пошли, веди меня, давай. Сейчас толстый там застрянет. Че у него белые такие шарики на плече? Ну, мотыга у него, конечно, зачетная. Блядь, телится как мудила. Ты хоть иди куда-нибудь. Короче, куда-то сюда, да? Сразу нельзя было вот отметить на карте. Остановимся. Время охуительных диалогов. Тысячи. Господин Симура свободен. Он поведет нас к победе. Надеюсь, ты пойдешь с нами. Монахи храма Кедра помогут. Всего день пути отсюда. Помогите им, и мы отбросим монголов назад в море. Мы отомстим за твоего брата. За всех погибших монахов. Я не ищу мести, но буду сражаться за них. А в городе они не могли об этом попиздеть? Надо было обязательно выйти на улицу. Странные молодые люди.
Я поеду в Акасиму, чтобы помочь целителям. Как В хочешь. нашей борьбе Так, стойки. Ну, вот это дело качнем. годится их искусство. Могу познакомить вас с Коти. Мой брат всегда говорил, что он наш лучший целитель. Тогда увидимся в Акасиме. Все, да? Нихуя тут заданий понаебало. Неплохо. Ладно, я могу, да, сюда перемещаться. Быстрое перемещение есть. Это что такое? Территория монголов. Ну, это бла-бла-бла. Ну, почистим все это дело. Только, наверное, вот эти вот совсем, знаешь, легенда укрепляется, 8 сталь, ну, хер знает. 1-2 выполнить, посмотреть, что за это дело дают, если не стоит, то и нахер. Будем закругляться вообще. Всем, ребят, спасибо за просмотр, за поддержку большое спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, колокольчики. Ну, я думаю, все знают, что надо сделать. Всем еще раз спасибо и пока.